Дорогие друзья, я предлагаю вашему вниманию рассказы Юрия Казакова. Это русский советский писатель. Его рассказы, которые я сейчас прочитаю, о далеком севере, об этом суровом, но очень красивом и таинственном крае, о людях, его населяющих, об их отношении к охоте, к зверям. Эти рассказы наполнены бесконечным лиризмом и любовью к родной природе. Итак, Юрий Казаков. Скрип, скрип. Дело было осенью, и загорелось однажды осенью северное сияние. Стоял возле тони старый черный крест, еще дедами был поставлен. Раньше на него молились перед тем, как в море выходить. А теперь покосился, надломился и весь ножами изрезан. Идет мимо мальчишка, увидит крест и сейчас же на нем свое имя вырежет. Толя там или Миша. Так вот, сидели мы с рыбаками вокруг печки, ухи ждали. Глянул я в окно, смотрю, крест розовый стал. Что такое, думаю? Ночь, темнота, а крест загорелся. И вышел вон из избы, а как вышел, так и закричал: «Выходите все, глядите, что делается!» Вышли все на берег моря, головы подняли и смотрим в небо, а небо над нами, как цветной шатер. Над самой головой черная дыра, кажется, а от нее во все стороны, и к западу, и к югу, и к северу, и к востоку, розовые лучи расходятся. Северное сияние. Луна была тусклой, окружилась янтарными кольцами. Звезды пропали, только самые крупные красным огнем горят, как огни на мачтах. А небо по-розовому вдруг то желтым, то зеленым подергивается. «К холоду это», — сказали рыбаки, — «к непогоде». Постояли мы еще, посмотрели на диво и опять в избу пошли. А в избе похлебали ухи, поговорили, покурили и спать полегли кто где. Кто внизу, а кто на нары забрался. Трудно рыбакам осенью. Чуть свет, надо в море выезжать. Ловушки на семгу ставить, потом целый день в карбасах на волне качаться, стеречь возле ловушки, чтобы рыбу не прозевать. А вечером опять снимать ловушки. Раз в день бежит вдоль берега колхозная матадора, поплевывает дымком, выловленную семгу по тоням собирает, новости развозит, газеты, да письма, да хлеб. Вот покачаешься целый день на море, повозишься с семгой, да с сетями, руки-ноги заколенеют, так потом от усталости хорошо спится. И в эту ночь крепко все спали, а утром проснулись от грохота. Пал на море шторм. Вышли мы из дому, посмотрели на море. Ветер чуть с ног не валит. Грязные лохматые взводни ходуном ходят. Даже видно, как на горизонте дыбом поднимаются. Кинулись мы скорее к карбасам, оттащили подальше от воды, чтобы в море не унесло. И грустно собрались опять в избе. Что станешь делать? В шторм к ловушкам выезжать нельзя, карбасы зальет, потонешь. Да и сети порвет, если удастся поставить. Хочешь, не хочешь, надо ждать. Ждем день, ждем другой. Вот уж и третий настает, а конца шторму не видно. На Белом море по неделям осенью штормит. Как не выйдешь на берег, все одна картина. На песке кучи пены, ветер отрывает комки от куч, катит по песку. Вода в море мутная, все так же бросается на берег, и северный ветер свистит, не умолкая. Прождали мы еще один день, и вышел у нас хлеб. Совсем заскучали рыбаки без хлеба, и решил я, как самый молодой, идти за хлебом пешком по берегу. Нам уже как-то не верилось, что шторм когда-нибудь кончится и привезет матадорка хлеба. До колхоза в одну сторону идти было 40 километров, а до маяка в другую 30. На маяке сами хлеб выпекали, и я решил идти на маяк, все-таки ближе. Взял пестирь плетеный, сапоги обул, плащ надел, шапку зимнюю, ружье взял и пошел.
Вышел со мной за порог бригадир, он лучше всех места знал. Вышел и показывает. Видишь угорье? Так направо угорья не ходи. Иди сперва берегом, а потом камни будут, неспособны идти. Ты и сверни в лес, а там болотом. Да опять лесом, да в гору. А подымешься, тут тебе назад море будет видать, а вперед да вниз озеро. Место красиво, по бокам-то угорье, а в середке внизу озеро. Озеро пройдешь, на другое угорье влезешь, а там и маяк увидишь. Понял? Ну, ступай. Я и пошел. Прошел, как велено было, берегом, а когда камни начались, свернул в лес. Только в лес свернул, на ручей наткнулся. Хотел повыше перейти. Пошел влево по ручью — болото. Чавкал сапогами, в такое обучило залез, что и ходу никуда нет. Пришлось возвращаться назад, к берегу. В лесу-то тихо было, душа отдыхала. А к морю вышел опять рев, шум, свист. Что ж делать, думаю? Пойду берегом, хоть и дальше, да вернее. Небо было мутное и серо, отдельных облаков даже не различишь. Все монотонно, и свирепый ветер лицо сечет, гонит по берегу мокрый песок. Лес на глазах начал желтеть, а земля краснеть. Росла там какая-то трава лепесточками и была багровая. Иду берегом, море справа, лес слева. Я все на лес поглядываю. На море-то смотреть скучно, а в лесу все разное. Беловатый мох ягель, темно-зеленые лакированные листики брусники, красные пятна травы лепесточками, светло-зеленые островки стелющегося можжевельника — это внизу. А сверху березы золотятся, да рябина горит красным бархатным цветом. А то вдруг подступят скалы к самому морю, стоят темной стеной, и если тут лечь, то головой в стену упрешься, а ноги в воде будут так узко. По таким местам я бегом мчался, но все равно волной меня захлестывало, и скоро я так промок, что уж и не спасался. Переночевал я на маяке, обсушился, а на другое утро нагрузил пестель свежим хлебом, 6 буханок взял и тронулся в обратный путь. Вместе со мной пошел Коля, сын смотрителя маяка. В колхоз к дяде шел. Маленький такой, лет 8 ему, а идет смело и ничего не боится. «Как же ты, спрашиваю, в такую даль идешь? Ведь не дойдешь, устанешь». «А чего?» — говорит. «Я уж не в первый раз. На тоних ночевать буду у рыбаков». Потом на море посмотрел, подумал и говорит: «Чего нам берегом идти, в море мокнуть? Пошли горами, тут тропка есть, я знаю». И пошли мы горами. Целый день шли в тишине, из ущелья в ущелье, вздымались и пропадали, слушали, как рябчики свистят. И так хорошо было, что даже стрелять не хотелось. А вечером вышли ущельем к морю, к старой заброшенной избушке. Никто в ней давно не жил. Мы отомкнули ее и вошли. Внутри было холодно, и на потолке сажа в 2 пальца толщины, хлопьями лохматая. Разыскали мы воду, чайник, развели возле избушки костер из щепок и решили еще печь протопить, чтобы не холодно было спать. Топилась избушка по-черному, без трубы, и когда печь затопили, сразу стало дымно. Дым плавал под потолком и лениво выползал в отдушину. Внизу был чистый воздух, вверху плотный сизо-зеленый дым. Хорошо было Коле, он маленький, а мне, если выпрямиться, дым по грудь доходил, и приходилось ходить и сидеть скорчившись. Печь горела плохо, вяло, без оживления, и в избушке ничуть не теплело, а внизу по-прежнему бушевало море. «С этой печкой 3 охапки дров надо спалить, чтоб тепло стало», — говорит Коля. «Ну что ж, и 3 охапки спалим», — говорю и еще дрова подкладываю. «Зато как спать-то будем». Печь все-таки стала нагреваться, дрова разгорелись, дым полегчал, и мы чай пить сели. Сидим, пьем, говорим о разных разностях, море слушаем, как оно в берег бьет. Оно внизу гремит, а нам тепло, лампочка керосиновая маленькая горит, на столе кружки с чаем, сахар да хлеб.
хорошо. Скоро в печке уже угли догорали, и она нам казалась сквозь дым пещерой гномов, озаренной горнами. Скоро дым совсем вытянуло, встал я, закрыл наверху отдушину, заложил палкой дверь, поставил у изголовья заряженное ружье, и легли мы с Колей спать, укрывшись моим плащом, годным на все случаи. Заснули мы часов в 9, а в 2 часа ночи я проснулся от какого-то странного ощущения. Сначала я не мог понять, что меня так поразило и почему я проснулся, а потом слышу вдруг: тихо кругом, ни звука нигде, только внизу волна по гальке. Буль-буль, скрип-скрип. В избе темно и тепло, сильно пахнет хлебом, окошки чуть светлеют на 2 стороны, и Коля тихо дышит, посапывает. Потом и он проснулся вдруг и сел. «О, — говорит, — как тихо! Сколько дней гремело, а тут тихо. Может, говорю, чаю попьем?» «Давай, — говорит Коля, — и свету не станем зажигать». «Ладно, — говорю, — на окошке глядеть будем». Пошел я к печке, заслонку отодвинул, в печке у нас чайник стоял, пахнуло на меня сухим теплом. Вытащил я чайник, а он горячий. Сели мы с Колей на лавку, пьем чай, смотрим на окошки, молчим, а снаружи все скрип-скрип, буль-буль. «Слышишь, — спрашиваю тихо, — как волна по гальке скрипит?» «Ага». Опять помолчали. И тут Коля вдруг кружку на стол поставил и говорит шепотом: «Ой, это и не волна вовсе, это кто-то ходит снаружи». Прислушался я, верно, ходит кто-то, и по звуку похоже на волну. Скрип-скрип. «Человек?» — спрашивает Коля. «Откуда тут человек?» «Так кто же?» И даже дышать перестал. Выглянул я в окошко потихоньку так, по лавке подвинулся и выглянул. И Коля ко мне прижался, щека к щеке, тоже в окошко смотрит, и оба еле дышим, обоих дрожь начинает пробирать. Только мы выглянули, сразу увидели море. Не было оно темным, как обычно ночью, а туманно-светлым. Это наверху северное сияние опять горело. За облаками сияния не было видно, но свет его все-таки освещал море. И на горизонте, как иголкой проколоты, 2 огонька горят, зеленый и белый. «Пароход!» — дышит Коля. «Лесовоз, наверное», — шепчу. «Или траулер», — догадывается Коля. «А может, шхуна». «Норвежская?» — предполагает Коля. «Или аргентинская», — думаю я. «Ой!» — дышит Коля. «Гляди! Вон, встает!» И как дыхнет от страха, так сразу все стекло запотело. Протер я тихо стекло, гляжу, большое темное пятно рядом с избушкой. То двинется, то остановится, и когда двинется, то еле слышно. Скрип-скрип. «Медведь!» Отодвинулись мы от окошка, как обожглись. Сидим в темноте и что делать не знаем. Слышим, медведь к двери подошел. Подошел, стоит, молчит, посапывает. Нюхает, наверное. Потом лапой корябнул по двери, но тихо, осторожно. Постоял, подумал, подошел к окошку и сразу его затемнил. От первого окошка отошел, подошел к другому и то затемнил. «Дядь!» — шепчет Коля. «А ружье-то?» Встал я на цыпочках, подошел к нарам, взял ружье, взвел курок. Да, одумался. Ружье дробью заряжено, на рябчика. Чего уж тут? Медведь услыхал движение, заворчал и сразу освободил окошко и исчез. Но от избушки не ушел, а все ходит около и все поскрипывает. «Чего это он?» — спрашивает Коля. «Хлеб», — говорю. «Хлебом из избушки вкусно пахнет, вот он и ходит». «А давай ему хлеба дадим», — предлагает Коля. «Как?» — спрашиваю. «Как же ты ему дашь?» «А вы окошко откроете, а я кину ему буханку». Подумал я, почему бы и не дать. Хлеба не жалко, море успокоилось. Матадоры завтра поедут по тоням, привезут и хлеба, и всего.
«Давай», — говорю. Взял Коля буханку, а медведь услыхал, как я с окном вожусь, заворчал на всякий случай и в сторону подался. Стукнул я рамой и выбросил Коля буханку. Медведь подкрался, хрюкнул, схватил и бегом прочь. Минут через 5 вернулся и уже прямо к окошку подошел, стоит и поскуливает, ждет. «Ой-ой», — говорит Коля, — «какой умный, давай еще кинем». «Эх, кидать так кидать», — говорю. И еще кинули. Медведь даже на лету поймал и прочь. Но тут мы все-таки устали, и сморила нас в сон. Может, медведь снова приходил. Но мы не слыхали. Спали крепко. Юрий Казаков. На еловом ручье. В феврале на севере, на Белом море, начинается зверобойный промысел. Его поморы называют еще зверобойкой. Из Архангельска в море выходят ледоколы, на мачтах, на особых удобных площадках сидят люди с биноклями, осматривают льдины, и как заметят на льдине черные пятнышки тюленей, так ледокол останавливается, зверобои сходят на лед и начинают охотиться на тюленей. Но не только с ледоколов охотятся на тюленей, а и с берега. В самых глухих местах стоят на берегу зверобойные избушки, в горах, в лесистых ущельях, возле ручьев. Летом избушки эти пусты, никто в них не живет. А с начала февраля поселяются там зверобои бригадами и ждут появления тюленей. Одна такая маленькая избушка стояла на еловом ручье, и вот какой однажды случай вышел. Встали как-то утром зверобои, включили радио, затопили печку, стали греть чай. Посмотрел один из них в окошко и закричал: «Ребята, тюлени!» Выскочили зверобои из избушки, кто в чем был, с винтовками. Глядят, на льду недалеко от берега целое стадо тюленей. Поднялась тут частая стрельба, все торопятся. Тюлень — зверь чуткий, пугливый, после первых же выстрелов спешит уйти в воду. И хоть законом строго запрещено убивать самок тюленей, у которых маленькие детеныши есть, но в спешке бывали случаи, что и убивали. Так и на этот раз. Подстрелил кто-то второпях мать, а с ней был маленький тюлененок. 2 дня только как родился. Прибежали тут зверобои на лед, стали убитых тюленей к берегу тащить. Мать тюлененка тоже потащили вместе с другими в амбар, где тюленей разделывают. А тюлененок остался один на льду. Заплакал и пополз за матерью. Дрожит, нюхает ее след, ластами перебирает, хвостом себе помогает и ползет быстро, как только может. Зверобоев 3 было, 2 пожилых, а 1 молодой парень, глупый еще насмешник. Увидел он тюлененка, засмеялся и прицелился в него из винтовки, убить тоже хотел. У него еще патрон в стволе остался, и очень выстрелить хотелось. Но старый зверобой, дядя Засим, не позволил, ударил парня по руке. «Чего ты, дурак, делаешь?» — сказал он и сморщился. «Это же дитё махонькое!» Стоят зверобои на морозе и уж поостыли немного от горячки. Уж замерзли, в избу хочется, в избе тепло, чай на печке кипит. А уйти все не решаются. И тюлененок перед ними лежит на снегу, шевелится, смотрит на них, как человек, как ребенок. Крохотным он был и желтого цвета. Все в нем было маленькое, головка точеная, тельце, шейка. Но удивительнее всего были его глаза. Таких больших черных глаз нет ни у кого больше. И такая тоска была в этих глазах, такое горе, такие крупные слезы катились по мордочке, что невозможно было на него смотреть. Поморы — люди суровые, всю жизнь тюленей бьют, а летом рыбу ловят, семгу, треску, селедку. В тихую погоду и в штормы одинаково по морю ходят на маленьких мотоботах. Сами не раз в глаза смерть видали. Всякого насмотрелся каждый за свою жизнь. А тут вдруг всем им и даже парню-насмешнику тяжело как-то.
Неловко на сердце стало. «Что ж с ним делать?» — в раздумье сказал дядя Зосим. «Возьмем в избу, пущай погреется», — решил дядя Порфилий, тоже старик. А парень-насмешник ничего не сказал, только заморгал и стал в сторону смотреть. Нагнулся дядя Перфилий, взял тюлененка на руки и пошел скорее домой. Как не жалели зверобои тюлененка, а пришлось бы неминуемо погибнуть ему без матери. Некогда было зверобоем заниматься с ним, надо было дело делать. Но на другой день с утра прибежал на лыжах к дяде Зосиму внук Вася. Сахару принес, табаку, ватрушек свежих, молока. «Ой, кто это?» — закричал он, увидев тюлененка. А тюлененок за ночь будто похудел, будто еще меньше стал, только глаза по-прежнему огромные и горькие такие, заплаканные. «Да вот, матку вчера убили, так дитё ейное осталось, тюлененок», — сказал дядя Зосим. «Всю ночь ревел, сам не спал и нам не давал». «А что вы с ним делать будете?» — спросил Вася. «А шо с ним делать?» — вздохнули разом зверобои. «Дайте нам в школу, у нас живой уголок», — загорелся вдруг Вася. «А возьми!» — обрадовался дядя Зосим. И все зверобои обрадовались, заулыбались. «Пущай, ребятишки ухаживают, это им для науки», — сказал дядя Перфилий. «Только вы ему ванную сделайте, а то подохнет без воды», — захохотал парень-насмешник. «Сделаем, все сделаем», — бормочет Вася, а сам уже одевается в обратную дорогу. «Да ты хоть чайку попей», — уговаривает его дядя Зосим. Но Вася и слышать про чай не хочет. Еще бы, радость какая, живого тюлененка в школу принесет. Надел Вася лыжи, тюлененка в мешок положил и побежал домой. Тюлененок за спиной у Васи плачет, стонет, а Вася только ходу прибавляет. Единым духом в деревню примчался к школе. У ребят в школе в живом уголке синицы жили, рыбы речные и морские в аквариумах, камбала плоская, с одной стороны белая, с другой коричневая, тупоносая навага, пятнистая кумжа и даже морские оранжевые звезды. Жили еще два ежика, заяц, который зимой сам в школу забежал, а тут прибавился тюлененок. Обрадовались ребята, захлопотали, выпросили для него большую деревянную катку, в каких летом семгу засаливают. Ведер 30 воды в нее входит. Натаскают ребята воды, тюлененка пустят, плавает он там, плещется, фыркает, а устанет, вылезет, обчистится, обсушится, на половичок ляжет и посматривает кругом. Глаза у него ничуть не уменьшились, все такие же кроткие, умные, как человеческие, только взгляд веселей стал. Кормили его сперва молоком, а потом, когда подрос, стали рыбу давать. Чуть не целыми классами на рыбную ловлю отправлялись, ловили со льда навагу и кормили тюлененка. Ко всем он относился хорошо, доверчиво, никого не дичился, но изо всех особенно отличал одного Васю, и когда видел его, начинал от радости головкой помахивать. А когда наступила весна и сошел лед, поднялся в школе большой спор. Одни предлагали тюлененка в зоопарк отправить, другие хотели его выпустить на волю. Спорили и решили все-таки выпустить тюлененка в море. В тот день все в деревне знали, что тюлененка в море выпускать будут. И когда понесли его ребята на берег, то и взрослые рыбаки туда же пришли. Пришли дядя Зосим с дядей Перфилием, и даже парень-насмешник пришел, тот самый, кто тогда зимой хотел тюлененка застрелить. Весело было очень, на праздник похоже. Пустили тюлененка на берег к самой воде, а он ничего не понимает. Забыл все. Облило его раз волной, другой раз обдало. Вдруг он понял что-то. Ластами, хвостом зашлепал и в воду. Сначала на мелком месте его раза два перевернуло волнами. На берегу все засмеялись, руками захлопали, ногами затопали. Закричали даже, как бывает, на зайца кричат: «Держи, держи его!» Только ребята стояли молча, притихшие. Жалко им было тюлененка. Привыкли к нему. А Вася, так тот чуть не плакал.
Тюлененок выбрался на глубокое место, скоро справился и нырнул. Показался снова он уже далеко, черной точкой. Долго эта точка на одном месте покачивалась, и всем казалось, что тюлененок на берег смотрит, прощается. И хоть не видели уже, но каждый воображал себе большие его темные глаза. Наконец опять нырнул тюлененок, и больше уж его не видели. А зверобоя закурили все вместе, задымили, и тут же решили на будущее, что если опять случится грех, убьют нечаянно матку, так детеныша ребятам в школу отдавать, а весной всей деревней выпускать на волю. Дорогие друзья, я с необыкновенным чувством какой-то нежности и теплоты прочитала эти рассказы, потому что вот суровый край, и жизнь у этих людей рисковая, тяжелая, потому что очень тяжелый труд и романтика. И все-таки человек остается человеком. Душевная доброта просто вот пронизывает эти два рассказа, когда вот люди, живущие, по сути, в дикой природе, сами не дичают, а остаются людьми, и детки так воспитываются, и старики. Конечно, вот этот вот молодой зверобой, насмешник, это он по молодости, ухарство свое показывает. А на самом деле сквозит в том, что люди смелые, люди рисковые, люди действительно морские, которые, как говорится, кто в море не бывал, тот Богу не молился, которые сталкиваются, действительно смотрят смерти в глаза, в них остается что-то настоящее, человеческое, доброе, какой-то вот фундамент основной человечности. Честно признаюсь, мне очень понравились эти рассказы. Поэтому, если вам понравилось, если вас, как говорится, зацепило, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Ну, конечно, подписывайтесь на наши каналы, кто не подписан. Мы рады всем подписчикам, всем слушателям. Будем читать вместе.